Глава о том, кто прополоскал рот и нос из одной пригоршни. Хадис под номером 191. Сообщается, что однажды, совершая омовение, Абдуллах ибн Зайд слил воду из сосуда себе на руки и вымыл их. Потом помыл или прополоскал рот, промыл нос из одной пригоршни и сделал это трижды. Потом он дважды омыл руки до локтей, потом протер руками голову, проведя ими от лба до затылка, а потом омыл ноги до щиколоток, после чего сказал: «Таково омовение посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Глава. Протирание головы один раз. Хадис под номером 192. Передают, что Амр ибн Яхья аль-Мазини сообщил со слов своего отца, который сказал: «Однажды я стал свидетелем того, как Амр ибн Абу Хасан спросил у Абдуллы ибн Зайда об омовении вуду пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и Абдуллах ибн Зайд велел принести сосуд с водой, а когда ее принесли, он совершил для них омовение. Он слил воду себе на руки и трижды вымыл их, потом опустил руку в сосуд и прополоснул рот и нос, и трижды высморкался, использовав для этого 3 пригоршни воды. Затем он снова опустил руку в сосуд и трижды омыл лицо. Потом снова опустил руку в сосуд, он омыл свои ноги. И Муса, рассказывая нам, сказал: рассказал нам Вахаб, который сказал: он протер голову один раз. Глава. Омовение, совершаемое человеком вместе со своей женой. И Умар совершал омовение горячей водой из дома христианки. Хадис под номером 193. Сообщается, что Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мужчины и женщины совершали омовение совместно. Глава. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поливает оставшийся после омовения водой человека, который лишился сознания. Хадис под номером 194. Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел навестить меня, когда я был болен и лежал в беспамятстве. Он совершил в моем доме омовение, а потом вылил на меня немного той воды, которой он пользовался. Очнувшись, я спросил: «О посланник Аллаха, кто унаследует мое имущество?» Поистине, она достанется только дальним родственникам, после чего был ниспослан аят о наследовании. Глава. Использование для совершения частичного вуду и полного гусль омовения сосуда из дерева и камня. Хадис под номером 195. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды, когда настало время молитвы, люди, жившие поблизости от мечети, отправились к себе домой, чтобы совершить омовение, а другие остались. Что же касается посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то ему принесли каменный сосуд с водой, столь маленький, что он не смог бы даже растопырить в нем пальцы своей руки. Однако все присутствовавшие совершили омовение водой из этого сосуда. Один из передатчиков этого хадиса сказал: мы спросили Анаса: сколько же вас было? Он ответил: более 80 человек. Хадис под номером 196. Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел принести себе сосуд с водой, вымыл в нем руки и лицо, а затем сплюнул в него воду, которым полоскал себе рот. Хадис под номером 197. Сообщается, что Абдуллах ибн Зайд, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды к нам пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а мы вынесли ему воду в медном сосуде, и он совершил омовение. Он трижды омыл свое лицо, по 2 раза омыл руки, обтер руками голову, проведя ими от лба до затылка и обратно, после чего он омыл свои ноги.
Хадис под номером 198. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, стало совсем тяжко, и его страдания усилились, он попросил своих жен, чтобы за ним ухаживали в моем доме, и они дали на это свое согласие. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который едва отрывал ноги от земли, вышел из того дома, где он находился, поддерживаемый с двух сторон, Аббасом и еще одним человеком. Убайдуллах сказал: «Я сообщил Абдулле ибн Аббасу об этих словах Айши, и он спросил: знаешь ли ты, кто был этим другим человеком?» Я ответил: нет. Он сказал: им был Али. И Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в свой дом, и его страдания усилились еще больше. Он сказал: «Вылейте на меня воду из 7 бурдюков, ремни которых еще не развязывались, и, может быть, я смогу дать наставление людям». Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «И его усадили в медный таз, принадлежавший жене пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Хавсе, а потом мы начали лить на него воду из этих бурдюков, и делали это до тех пор, пока он не стал подавать нам знаки, желая сказать, что пора остановиться, после чего он вышел к людям». Глава. Совершение омовения из таза для умывания. Хадис под номером 199. Передают, что Амар ибн Яхья сообщил со слов своего отца, который сказал: «Мой дядя со стороны отца, Амар ибн Абу Хасан, часто совершал омовение, и однажды он попросил Абдуллы ибн Зайда: расскажи мне о том, как ты видел, как совершал омовение, вуду, пророк, да благословит его Аллах и приветствует». И Абдуллах ибн Зайд велел принести тазик с водой, а когда ее принесли, он слил воду себе на руки и трижды вымыл их, потом опустил руку в тазик и трижды прополоснул рот и высморкался, и сделал это из одной пригоршни. Затем он снова опустил руку в тазик и, вычерпнув ею воду, трижды омыл лицо. Потом он дважды вымыл каждую руку до локтей, после чего, набрав рукой воду, протер свою голову, проведя руками назад и вперед, а затем омыл свои ноги. Затем он сказал: «Таким образом я видел, как совершал омовение пророк, да благословит его Аллах и приветствует». Хадис под номером 200. Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел принести ему сосуд с водой, и ему принесли широкую, но не глубокую чашу, в которой было немного воды, и он погрузил в нее свои пальцы. Анас сказал: «И я стал смотреть на воду, которая начала бить меж пальцев его ключом». Анас сказал: «И я думаю, что количество совершивших омовение этой водой составляло от 70 до 80 человек».